Друзья, сегодня, продолжая серию видео путешествия по Германии, я познакомлю вас с маленьким южным городком Брюссель. Знаете ли вы об этом городе? Слышали когда-либо? Если нет, давайте это сегодня исправлять. Город находится, как я уже сказал, в южной части Германии, недалеко от городка Карлсруэ. Как и большинство маленьких городков Германии, этот город славится своей тишиной, спокойствием и, в общем-то, пустыми улочками. Потому что даже пройдясь в будний день по центральным улицам города, вы встретите очень мало людей. Это всегда удивляет. Но, конечно, в каждом городе есть своя изюминка, есть своя красота и свой дух. В этой видеопрогулке я постараюсь вам раскрыть основную суть этого города. Давайте смотреть. А пока мы начинаем, вы не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал и поделиться им с вашими друзьями, ведь ваша активность очень сильно поддерживает деятельность этого проекта. Поехали! Дорога из Франкфурта заняла около 2,5 часов. Прибыв в город, я начинаю знакомиться с ним от главного вокзала. Обычно немецкие города организованы таким образом, что прибывая на главный вокзал и ступая на прилегающую к нему улицу, ты сразу оказываешься в центре города. В Брюсселе это выглядит немного иначе. И у вокзала нет ничего впечатляющего, скорее все какое-то серое, да при такой погоде даже унылое. До центра 10 минут 10. Приток реки Рейн, речушка Зальбах, пересекающая город, выглядит как маленький ручей или канал. В некоторых местах она даже очень живописна. Продвигаясь к центру города, все выглядит как бы очень обычно. Пустые улицы, серые дома, куча мусора для любителей покопаться в нем. В общем, все в своем репертуаре. На одной из центральных площадей был рынок. Правильнее сказать, наверное, блошиный рынок, где торгуют всякими нужными и ненужными мелочами. Это было обеденное время пятницы, и, пожалуй, этот рынок – это было единственное людное место в этом городе, которое я увидел в этот день. В остальном город как будто бы вымер. Ну, я, конечно же, могу предположить, что в городе живут одни итальянцы, и сейчас время помериджа. Это пару часов, когда люди в Италии на законном основании имеют право ничего не делать, ну или просто спать. Но думаю, эта теория неверна. Тья. А вы как думаете, в чем же тут дело? С населением чуть менее 47 тысяч человек, Брюссель – это самый густонаселенный город округа Карлсруэ, расположенный между Рейном и холмами Крайхгаус. Традиции и современность в Брюсселе можно ощутить по-разному. С одной стороны, Брюссель имеет более чем тысячелетнюю историю,
С другой стороны, за последние несколько лет город превратился в центр различных отраслей промышленности. Он является важным центром инноваций и бизнеса в регионе. Этому способствовали различные национальные и международные культурные мероприятия. Брюссель считается небольшим фестивальным городком по всей стране. Благодаря небольшим расстояниям и отличной инфраструктуре город предлагает идеальные условия для этого. Также в городе есть один международный частный академический университет. Здесь в университете более 250 программ бакалавриата и магистратуры. Оригинальное название университета – International University Bruxelles GmbH. Город находится в живописном месте между холмами, и я решил посмотреть на него сверху, забравшись на холм. По дороге наверх видел обычные городские улицы, немного креатива, общительную мурлыкающую кошечку. А также старые постройки и рушившиеся стены. Гимназия Святого Павла, находящаяся на одном из холмов, это частная школа, аккредитованная католическая гимназия, от которой открываются красивейшие виды на город. Далее выхожу в городской парк, в котором очень зелено. И, о чудо, там тоже нет ни души. В парке расположена одна из старейших гимназий региона, гимназия Шönborn, основанная в 1755 году. Это очень красивое и атмосферное место для учебы и для хорошего усвоения знаний. Рядом с гимназией находится другое здание, которое называется Бельведере. Увидев это здание, у меня в голове сразу возник диссонанс, потому что с итальянского Бельведере означает что-то очень красивое. И уж никак что-то как этот дом. Вот такая тут история. В 18 веке для целей местного замка здесь на холме был основан резервуар. Над резервуаром был построен дворец удовольствий, а рядом с ним стрелковый дом. Бельведере этот комплекс стали называть потому, что он окружен 3 гектарами парковой зоны, и рядом с ним есть смотровая площадка с лучшим видом на город. Сейчас бывший дворец удовольствий используют в общем тоже для удовольствий, но для театральных. Здесь проходят театральные постановки, иногда школьные занятия. Нормальная такая трансформация. Рядом расположившаяся смотровая площадка – это лучший вид на город. Здесь я встретил Соню и Симону из Швейцарии, которые занимались какими-то своими исследованиями здесь в городе. Они передают вам всем привет. Lauter. Привет из Германии. Замок находится в 10 минутах пешком от Бельведера. Ну, им тогда не надо было далеко бежать за удовольствиями. Дворец Брюссель – комплекс зданий в стиле барокко, построенный в 18 веке. Это, пожалуй, самое эпичное место в городе, где можно долго гулять, разглядывая одно здание за другим. До 19 века в замке проживал княжеский род, но со временем Брюссель потерял свое политическое значение и выпал из большой истории. После этого во дворце до 20 века был госпиталь. После Второй мировой войны строения были сильно разрушены, а впоследствии восстановлены. Сейчас в замке находится городской музей и Федеральный музей музыкальных автоматов. Этот музей должно быть уникальное место, куда мне, к сожалению, не удалось попасть.
Но в город я приехал из-за фестиваля, который называется «Общенациональная встреча музыкантов 60+», где я помогал с организацией. И 2 дня провел в кругу бывших коллег и замечательных музыкантов со всей Германии. Bundesmusiktreffen 60+ – это общенациональный фестиваль, который проводится раз в 4 года для хоров и оркестров с участниками преклонного возраста со всей Германии. Организуется совместный выходной с концертами, семинарами и большой церемонией закрытия. В этом 2024 году мероприятие прошло с 6 по 8 сентября в городе Брюссель. Мероприятие пользуется большим интересом. Так, на фестиваль зарегистрировались 35 возрастных ансамблей и в общей сложности почти 1000 музыкантов. И этот фестиваль организует Федеральная музыкальная ассоциация хоров и оркестров Bundesmusikverband Chor und Orchester в кооперации с администрацией города Брюссель. Идея проводить этот фестиваль каждый раз в новом городе способствует оживлению культурной жизни маленьких городов. Поэтому каждый раз выбираются порой неизвестные города. From bondage flee, let my